еще в процессе обдумывания, стоит ли это снимать. Все, пойдемте. Че, ты, может быть, тогда Романа довезешь, а мы на такси? Давай. Потому что я, короче, своему написал этому ренталу. Он сказал, что он только 8 часов. Пойдем под сторонку. Он сказал, что он только 8 часов будет на Пангане. Вот, и типа он подвезет. Но он еще, короче, сказал, что я могу скинуть точку, где забирать. И теоретически мы можем так сделать, что ты со мной съездишь до точки, чтобы я оттуда взял, короче. Вот, пока не знаю. Ну, порешаем, короче, сейчас. А скинь, кстати, нам свою точку, где мы живем. Амстердам-бар есть, все. Амстердам-бар? Да. Поднимаешься. Ладно, я успею его съездить, пока вы такси найдете. И там вас уже встречу. Потому что по пути. Да. Да. Все, давайте идите в такси, мы поехали. Всем привет! Мы спустя год снова на Пангане. Так вам меня не видно, но вот так будет видно. Но я так не могу идти спиной. Мы приехали сюда на недельку. Во-первых, соскучились по Full Moon Party. И, кстати, кто не видел Full Moon Party, можете вот тут по подсказке где-то посмотреть. Да и просто почилить. У нас, к сожалению, не отпуск. Мы просто приехали тут провести эту неделю. Также будем с понедельника по пятницу работать. Но текстуры за окном будут немножко другие, поинтереснее. Вот, надеемся насладиться этой атмосферой и кайфануть. Нам достаточно просто, чтобы Панган был за окном, и уже хорошо, да? Или мы будем страдать, что мы не отдыхаем? Нет, конечно нет. Панган чудовищно. Даже на денечек на Панган это тоже классно. Да, ну денечек, конечно, сильно, потому что полдня все-таки придется ехать. Да, мы вот добирались на автобусе сначала несколько часов, потом пересели на спидбот и еще там 2-3 часа. Вот, и мы здесь. Билет 5 часов на автобусе, 2 часа на лодке. 5 часов на автобусе, 2 на лодке. Ну, на лодке, кстати, дольше показалось, чем планировалось. Нет. Нет? Ну ладно, ну хорошо. Вот. И, собственно, в одну сторону, кстати, стоит билет на вот это все. Оно все входит включено. No, thank you. А что, я бы с ним 1400. А что он сказал? Он сказал такси? Такси, да. Excuse me, sir. You said taxi? Yes. We need two person to Amsterdam bar. Do you know where is it? Dạ rồi. You know? Tôi biết một phê nữa. 500. 500. 500 can. Okay, let's go. Но, да, он нас завоевал. Потому что как с таким не поехать? Конечно, Среди всего обилия таксистов, да? Типа. Да. Это мы как-то раз с Янкой, когда отдыхали, мы поехали с одним чуваком, потому что он на Мияги похож. Да, Только точно, ты из-за рассказывала. этого вообще было потрясно. Ну, кто бы не хотел с Мияги поехать на такси, правильно? Ага. Let's go. Да, тут очень прикольно, кстати, организован забор людей. То есть ты можешь купить сразу же такси, себе трансфер от порта до твоего отеля, когда ты еще только билеты покупаешь на все это дело. Потом ты можешь это сделать в процессе, пока вы на лодке плывете. И здесь встречают просто вот тут огромная территория с мини-басами вот этими. И ты тут прям можешь на месте взять такси. Ну, стоить они, конечно, будет, кстати, дороже, чем если ты возьмешь заранее. Вот, поэтому, если вы, ребята, поедете, лучше все-таки заранее возьмите. Вот такие дела. По планам доехать до отеля, обосноваться, ну, до отеля, до нашего домика, обосноваться, скинуть шмотки, придумать, как я смогу забрать байк, который мы хотим взять рент, тот же самый, у того же самого человека, которого мы брали год назад. Вот. И поедем кушать. Да, потому что уже столько времени провели в пути. Маша с Романом еще покушали в середине на остановке, а я что-то отказался. Заправился только допингом и все. Вот такие дела. Так что увидимся позже. Мы дошли до такси, и я еще хотел сказать дополнительно, вот мы, кстати, едем сейчас с товарищем, и такси нам стоит 500 бат, нас двое. Тут такая история еще на Пангане, что мы заметили еще в прошлом году.
тут нет чаще всего фиксированного прайса. То есть, если ты найдешь на улице какую-то машину, ну вот они, пикапчики тут такие похожие, все стоят, сразу понимаешь, что это такси, они всегда просят за одного человека. То есть, они делают фикс-прайс, там условно 150-200 бат за человека, и все. Едешь ты один, платишь там 200 бат. Едет вас 4, вы заплатите, соответственно, 800. Вот, у них такое ценообразование, а приложения тут, соответственно, не работают. Тут никаких вот этих сетевых такси вообще нет. Поэтому приходится вот выживать так. И такси здесь на самом деле гораздо дороже в этом плане, чем на Пхукете. Вот. Вот по факту нам ехать здесь было, я посмотрел по карте, 1,8 километра. То есть, ну, фактически 2 километра. Я думаю, у нас тут путь займет сейчас минут 5. И за это 500 бат, что в переводе на рубли примерно 1500 рублей. Это байки дешевле. Да, но байки тут не то чтобы прям дешевле, они средняк примерно такой же, вот, может быть дешевле можно найти. Да, и тут, соответственно, проще просто байк взять, вот. Как я сказал, я просто написал в WhatsApp тому же человеку, который в прошлый раз нам сдавал байк, он сам его привез, сам его забрал, и даже документы, никакие договора не надо было подписывать. То есть просто вот я взял его контакт, написал ему в WhatsApp, все готово и очень удобно и без лишних заморочек. Ну, это потому, что Панган достаточно маленький остров. И если ты захочешь угнать его байк, тебе придется делать это на пароме. А я думаю, все, кто работают здесь на пирсе, они, проверяют документы. Да, Поэтому это невозможно сделать, и поэтому они не парятся. Они в любом случае найдут тебя на Нет, острове. да, я понимаю, что в этом тут реально необходимости нету. Но вот, допустим, с нами в прошлый раз был Борис и Слава, и они снимали у какой-то, я не знаю, можно назвать это, рент-компании, грубо говоря, которые заправляют русские ребята. И там было все гораздо серьезнее. То есть они там скидываешь заранее скан паспорта, они делают какой-то договор, ты подъезжаешь, подписываешь, там делаешь полностью фотографии всего байка. Ну, то есть так как это везде происходит, но конкретно с моим вот этим ренталом было все как будто я у друга у какого-то попросил байк покататься. Вот, мне это, честно, понравилось, и байк был очень кайфовый, то есть там как раз это было год назад, и там прям был самый новый PCX, и по деньгам он был достаточно дешевым. Вот. В этот раз, по-моему, что-то другое, я вам попозже покажу, что в итоге я выберу и что подъедет. Я не уверен, что там вообще есть какой-то большой выбор. Вот. Мы люди непривередливые, да, нам что дадут, на том мы будем кататься. Главное, не коня. Если честно, если бы коня дали, я бы и на коне поехал. Я немного их боюсь. Но ты бы подружилась бы и перестала их бояться. Возможно. Не знаю. Зато на коне бы ты точно смогла ездить сама куда-нибудь до магазинов, в отличие от байка. Я бы эффектно смотрелась на коне, да? Стопудово. Может, все-таки перестать бояться коней? Ладно, все, ставь лайк, если боишься коней. Увидимся позже. Все, мы приехали, дождались Славу и теперь поднимаемся. Мы думали, что нам придется вот туда вот, под жестко крутым углом. Оказывается, смотрите, какая тропинка, которой нет. Идем вот сюда. Слава нас предупредил, что ночью это очень весело. Офигенно! Блин, он на фотках казался таким маленьким. Стеклянное все! Милый, смотри, все стеклянное! Ё-моё! Офигеть! Как круто! Как круто! Все, мы остаемся.
как обычно, короче. Ну как тут не остаться? Ой, вообще, блин, как Тут круто. только нет кондера, поэтому надо врубать наши комнатные. Ладно. Там не привыкай. Так, быстрый рум-тур, значит. Холодос, микроволновка, посуда, раковина, 2 комфорки. Что это у нас? Туалет, душ, база, основа. Так, это Славина спальня. Ну, по минимуму, прям по минимуму. Слава преисполнится. Ты что, устал уже? Нет, поехали. Сейчас поедем. Так, и наша спальня. Ну, огонь, огонь. Так, а что там у нас за окном? Ой. Ой. Чего говоришь, закатная сторона? Вот он уже почти. Ну вот как, ну, Блин, вот это крутая тень, а. Офигенно. Да, топчик. Я счастлива. Отлично вообще. Слушай, тут и стол большой, мы, в принципе, тут чуть ли не все уместимся работать. У него, кстати, вообще клево. У Ромы. У Ромы клево? У него вообще тема. Ну, именно на улице, там у него мягко, гамак есть, короче, там больше всякой есть. Как в Tropical Home было у нас? Даже получше, думаю. Получше? Лакшери. Нифига, ну Роман лакшери просто. Есть вода? Вода, да. Мне надо витаминку выпить, я, оказывается, взяла все-таки витамины. Все, теперь срочно садимся по коням и двигаем за моим конем. Ну да, отлично. Так вообще клево. Короче, мы приехали на место, где брать байк. Во-первых, тут вот такие вот сладости. А? Сладость. Он не хочет показывать лицо, но он уже доволен, он прям встречал нас. Во-вторых, когда я написал в WhatsApp этому человеку, ну его, видимо, здесь нет, он говорит, ну там стоит твой байк, типа, забирай его. То есть настолько тут дела делаются, и вот тут, к сожалению, нет ключа, и старая бабушка, возможно, мама или, не знаю, может, действительно бабушка, она тут должна помочь нам с байками, но она не может найти ключи. Звонит. Hello. Короче, мы созвонились с этим хозяином, он сказал, да зайди прям домой, короче. Я заходил домой, да. Он говорит, вот там направо поверни, там стоит стол, на столе найди ключ. Вот я зашел, походил у него дома, нашел ключ, вот, и типа потом заплатишь, все с кайфом. Вот такой вот тут сервис на Пангане. Не везде, конечно же, только избранным, естественно. Но нет. Так, все, двигаем домой и срочно кушать, срочно. Вам, конечно, не передается вся красота. Надеюсь, хоть чуть-чуть. Но тут очень круто. Еще какой-то вообще закат крутейший в этот раз. И место у нас такое крутое. Уже полетал. Чуть-чуть вам покажу. Либо уже показал, кстати. Вот. И теперь мы наконец-то налетались. Отдохнули. И едем кушать на наш любимый фудкорт. Так что попозже вам покажу это все. ТЦ. Блять. Вот она, вот она звезда. Так горел, чтобы войти в кадр, но кроме ТЦ ничего не сказал. Все, мы приехали на рынок. Я рынок вам мельком немножко покажу. Но тут стоит, как обычно, моя любимая шаурма. Вот тут вот. Вообще красотища. И прям напротив сразу же берешь мохито себе безалкогольный. Иногда можно алкогольный, но пьяненьким ездить вообще-то не очень хорошо. Роман тоже решил по шаурме ударить, да? Это ты такой счастливый в преддверии ТЦ. шаурмы? ТЦ. Вот то самое ТЦ. Да, и наконец-то это будет нормальный первый прием пищи мой за весь день, а время уже, извините, 6 вечера.
А я первый раз на Пангане. Да, Роман, как И твои предварительные на самом ощущения? деле я вообще ожидал, что это полное говно, но мне понравилось с первой секунды, значит мне понравятся все мои 4 дня, что я буду здесь. Все, держим кулачки за Романа. Я уверен, ему понравится. Особенно Full Moon Mate. Кстати, Full Moon ты видел? Там Full Moon, вон. Да, кстати, где-то там Full Moon, там офигеть какой Full Moon. Но мы Full ехали, Moon. и я не смог Full снять. Moon Party 30-го. Там Full Moon же не так редко проходит, как ты думаешь. Ну, в смысле, само явление. Но, да. Да, но оно подсчитывается так. Мы уже потихоньку тут обосновались. У меня, значит, шаурмечка за 120 бат. Очень вкусная, очень большая. И мохито безалкогольный за 70 бат. У меня фреш, морковь, апельсин и лайм 40 бат, это 0,75 объем. И я заказала себе том-ям с креветками и рис за 120 бат. Да. Вот так вот. Так что, как обычно, всем, кто кушает, приятного аппетита и приятного просмотра на остаток этого видео. А вот и Вячеслав. Собака спит, это полный шок. Собаки, мои собаки спят. Мои собаки. Все, мы покушали, но долго задерживаться не стали, потому что, по ощущениям, как будто на этом фудкорте распылили перцовку. А на самом деле просто там готовят том-ям. Да, и ты, когда сидишь там, у тебя все, у тебя начинает гореть, хоть просто от атмосферы. Че, какой у нас план? Поехать туда, в центр, погулять немножко. Поехать именно? Ну, поехать пешком. Или пешком? Когда мы находимся пешком? Может, доехать? О, давайте поедем. Поехали. Близко? Ну, близко, ну, чтобы не возвращаться туда-сюда. Дай крабик, пожалуйста. Держите. Случайно навелся и понял, что поймал превьюху для видео. Ну, чуть-чуть камеру опустил. Нет. Все, мы едем куда-то, куда сказал Слава, на какую-то улочку, где мы будем гулять. Так что не переключайся, как говорится. Мы приехали буквально там на соседнюю улицу. И тут оказывается какой-то рынок. Вот в тот раз в том году его не было. То есть вот тут перекрыли всю улицу. И он достаточно длинный. Там по классике, наверное, всякое барахло, куча еды всякой разной. Вот, но мы почему-то решили там не проходить. Мы позависали там на уличных тренажерах и прошлись по пляжу. Вот. Но опять-таки это не пляж, это порт, потому что здесь не купаются. То есть тут прям запах такой портовый, речной. Вот. Думаю, еще пройдемся просто в темноту, потому что мы не знаем, что там. Но очень интересно, время еще детское, поэтому мы продолжаем наши гулянки. Там, кстати, вот отсюда видно огоньки соседнего острова. Это вот Самуи. Вам, не знаю, видно, нет? Кажется, что близко, но на самом деле там больше 10 километров, кажется. Все, время уже 7:40. Мы приехали домой. Что-то мы как будто бы устали и решили, что мы просто остаток дня позалипаем дома, потому что сил на тусовке уже как будто бы нет. Вот. Поэтому на сегодня все. Всем спасибо за просмотр и пока.